Добрый день, друзья! Сегодня на обзоре у нас премиум линкор 7 уровня Великобритании Duke of York. И несмотря на то, что этот линкор имеет премиум статус, к себе на аккаунт его получили довольно много игроков. Линкор предлагался в составе случайных наборов припаса легендарных командиров в Адмиралтействе за свободный опыт. В силу чего понимать, что из себя представляет этот линкор, для многих будет очень полезно. Начнем мы традиционно со статистики по всем линкорам 7 уровня за последние 28 дней. И здесь линкор занимает позиции ниже средних, как на европейских серверах, так и в регионе, по проценту побед, опыту, урону и количеству потопленных кораблей. Но вместе с тем линкор занимает позиции выше средних по количеству проведенных боев. И это лишний раз доказывает, что Duke of York полюбился многим игрокам. Мы же сконцентрируем внимание на сильных и слабых сторонах линкора и определим условия, соблюдение которых заметно повысит эффективность его применения в бою. Для этого разберем характеристики, а также особенности игры на линкоре. Рассмотрим перки командира, обсудим модернизации и сигналы, с которыми я играл. Линкор имеет среднее на уровне количество очков боеспособности 60 500 и ощутимо уступает по количеству очков лишь линкорам Нагата и Синоку, а также премиум линкору Великобритании Худ. Нужно отметить невыдающуюся противоторпедную защиту линкора 22%. Но справедливости ради нужно отметить, что тот же Худ или Синоп имеют ПТЗ всего 16%. Duke of York имеет не самое лучшее бронирование для класса. Казалось бы, линкор имеет области бронирования с довольно внушительными цифрами. К примеру, толщина бронепояса каземата и бронирование цитадели достигают 381 мм, а цитадель довольно сильно утоплена. Но вместе с тем, довольно большая часть бронепояса каземата, носовой обшивки и бронирования палубы имеет всего лишь 26 мм. И такое бронирование не всегда способно защитить нас от залпов бронебойных, но все же стоит пытаться своевременно подставлять ромб. Но в бортовой проекции бронебойные и полубронебойные снаряды имеют на выбор довольно много ослабленных зон в бронировании линкора. И конечно, как и все корабли в игре, Duke of York имеет настройки с толщиной бронирования 16 мм, которые будут охотно впитывать урон, в том числе и фугасный. Duke of York имеет неплохую маскировку для класса на уровне. Дальность видимости с кораблей составляет 14,1 км и видимости самолетов 10 км. Прокачав перки капитану, получаем довольно приятные 12,7 км засвета с кораблей и 9 км с самолетов. И такая маскировка все же довольно часто позволит отсветиться и уйти из-под фокуса. Duke of York имеет базовую максимальную скорость хода 28 узлов, которая является средней на уровне. Средний радиус циркуляции 790 метров и худшее на уровне время перекладки рулей 17,5 секунд. Перейдем к орудиям. Главный калибр линкора имеет довольно противоречивые характеристики. С одной стороны, 10 орудий в 3 башнях с невысоким для уровня калибром 356 мм. Базовая дальность ведения огня 18,2 км является ниже средней на уровне. Невысокая на уровне скорость полета снарядов 757 метров в секунду, а также не лучшая скорость поворота башен на уровне. Имея такие же орудия и такое же их количество, как и прокачиваемый линкор 7 уровня King George V, Duke of York имеет гораздо более низкую скорость перезарядки орудий. Не 25 секунд, как прокачиваемый, а 29,5, что сильно просаживает ДПМ орудий. В распоряжении 10 орудий главного калибра мощные британские фугасы с уроном 6100 единиц и бронебойки
с улучшенными углами рикошета и уроном 10500 единиц. ДПМ орудий на фугасах будет средним на уровне, а вот на бронебойных ниже среднего. И следует сказать, что бронебойные снаряды довольно уверенно расправляются с крейсерами, которые осмелятся подставить борт, а вот с ромбующими линкорами и некоторыми крейсерами могут возникнуть сложности с пробитием. И здесь даже не помогают льготные углы рикошета. Орудиям просто не хватает пробития. И в силу этого довольно часто более профитными будут фугасные снаряды с пробитием 89 мм и хорошей вероятностью поджога 41%. Но вместе с тем следует отметить, что наши бронебойки вполне неплохо выбивают цитадели и наносят белый урон бортоходам. И такие возможности тоже не следует упускать. Противоминный калибр линкора представлен орудиями 133 мм с бронепробитием 22 мм и дальностью 5,9 км. Количество орудий ПМК всего 16, по 8 на борт. И такой ПМК не способен стать определяющим в бою. Торпедное вооружение у линкора отсутствует. Потенциал урона глубинных бомб ничем особо не выделяется среди одноклассников. Максимальный урон бомб 3400 единиц. К сбросу бомб готовы 2 звена с одним самолетом. Причем количество бомб в самолете всего одна. Нужно отметить довольно неплохое ПВО, которое представлено 3 аурами. Ближняя аура с радиусом действия 2 км и уроном 375 единиц. Средняя аура с радиусом действия 3,5 км и уроном 445 единиц. И дальняя аура 5,2 км с уроном 74 единицы. Так как Duke of York имеет премиум статус, то логично, что у него будет командир светочного или другого премиум линкора Великобритании. И для эффективной игры на Дюке такой командир вполне подходит. Очки умений в первую очередь лучше потратить по стандартной схеме на живучесть, а именно на следующие перки командира. Первый перк – специалист противоаварийных и ремонтных работ, который несколько повысит выживаемость линкора. Второй перк – наводчик, увеличит не самую лучшую скорость поворота орудий главного калибра. Третий перк – отчаянный, улучшит характеристики корабля при потере боеспособности, в том числе снизит время перезарядки главного калибра, ПМК и повысит постоянный урон ПВО. Четвертый перк – мастер маскировки, снизит заметность на 10%, повышая живучесть линкора. Пятый перк – мастер противоаварийных и ремонтных работ, увеличит время работы хилки на 10% и их количество до 5 штук. Шестой перк – мастер противопожарной подготовки, снизит вероятность возникновения пожара на 10%, а также их максимальное количество. Седьмой перк – основы борьбы за живучесть, ускорит тушение пожаров, устранение затоплений и ремонт модулей. На Duke of York я установил следующие модернизации. Первый слот – основное вооружение. Усилит живучесть главного калибра и позволит более эффективно использовать возможности линкора в бою. Второй слот – система борьбы за живучесть. Положительно скажется на живучести линкора. Третий слот – система наведения. Повысит точность стрельбы главного калибра. Четвертый слот – система борьбы за живучесть. Модификация 2. Ускорит тушение пожаров и устранение затоплений. Доступное снаряжение Duke of York. Аварийная команда. Время работы 15 секунд и время перезарядки 80 секунд. Улучшенное снаряжение ремонтная команда, которая имеет стандартное время работы 28 секунд, но восстанавливает в среднем на 25% больше очков боеспособности, а также имеет ускоренное время перезарядки 60 секунд вместо 80. Гидроакустический поиск.
время работы снаряжения 100 секунд и перезарядки 120 секунд. ГАП существенно повысит выживаемость линкора в бою за счет гарантированного обнаружения торпед на дистанции 3 км и кораблей на дистанции 4 км, а также позволит обнаружить подводные лодки, которые осмелились находиться в радиусе 2 км. Сигналы, которые я использую, перед вами сейчас на экране. Подводя итоги, следует сказать, что Duke of York имеет ряд недостатков, а именно невысокую скорость и не самую лучшую маневренность, небольшое количество очков боеспособности, не самое лучшее бронирование и невысокую дальность стрельбы орудий главного калибра. Но вместе с тем линкор имеет улучшенные рикошетные углы бронебойных снарядов, которые позволяют более стабильно наносить урон, в том числе и в ромб. Мощные британские фугасы с высоким бронепробитием и хорошей вероятностью пожара. Мощные фугасы опять-таки позволят не чувствовать себя бесполезным в боях с девятками. Хорошая для класса маскировка. Наличие расходника гидроакустический поиск, что очень актуально в современном рандоме. И неплохое ПВО. Но для раскрытия потенциала линкора нужно выполнить следующие требования. Изучить основные предложенные перки командира. Не игнорировать засвет вражеских эсминцев и принимать активное участие в их уничтожении. И в этом деле прекрасный помощник – мощные фугасы. Не забывать использовать расходник гидроакустический поиск в борьбе с подводными лодками. Сконцентрировать внимание на нанесении урона бортоходам, для чего в арсенале есть бронебойки с улучшенными углами рикошета. Не колеблясь использовать мощные британские фугасы против хорошо забронированных целей. Использовать хорошую маскировку для выхода из-под фокуса противника. Обязательно использовать сигнал Juliet Charlie, который полностью устраняет вероятность взрыва погреба боеприпасов. Кроме того, Duke of York довольно несложно играется в руках игроков любого уровня. Всем мира и добра, и до новых встреч в следующих видео.